Приветствую, друзья! В этом видео расскажу свои наработки по теме чистки кишечника с помощью кружки Эсмарха, или в простонародье называется она клизма. Рекомендую досмотреть данное видео до конца, потому что в середине, ближе к концу будут доработанные методики, как можно обойтись без кружки Эсмарха, способ, который будет гораздо более удобный, комфортный, подойдет любому вообще, независимо в какой квартире вы живете, там есть ли у вас ванна или нет, там какие-то отдельные комнаты или нет, то есть способ, который подойдет абсолютно всем. Так, в общем, впервые с этим явлением я столкнулся в 2013 году осенью, когда стал экспериментировать с голоданиями. Узнал, что на голоданиях нужно делать чистку кишечника. И по классике, по медицинской, для этого используется вот такая вот кружка Эсмарха или клизма. В больницах как делают? Там специальная подставка, ее вешают на эту подставку. Здесь мажут наконечник, точно не помню, по-моему, вазелином. Наливают сюда воду 1,5, вроде как, 2 литра, и вводят пациенту. Потом он опорожняет в туалете все это содержимое. Чтобы сделать дома, сразу какие возникают проблемы? Нужна подставка, то есть куда вешать эту клизму. Кто-то там вешает в ванной, но я сразу этот способ убрал, потому что в ванной делать неудобно. Я решил, что надо сделать способ, который будет максимально комфортным. В общем, взял вот такой вот летний вентилятор напольный, у меня есть, в принципе, он у многих есть. Дома можете взять от него нижнюю вот эту часть, она будет использоваться как подставка. На нее одеваете сверху трубу от пылесоса. Тоже пылесос, в принципе, у всех, скорее всего, есть. Или найдете что-то, какой-то аналог. А на эту трубу уже вот можно такой самодельный крючок как бы надеть, и сюда уже вешать клизму. Так. Далее, значит, вазелин не обязательно использовать, достаточно подсолнечное масло обычное. Единственное, сразу вот здесь насадки эти разные, есть пластиковые, они плохие, лучше их не использовать. Лучше резиновые, такие мягкие, они менее травмируют, как бы ими легче пользоваться. Пластиковые будут больше у вас дискомфорта, и они как более опасны, пластиковые насадки. Далее наливаем воду и заливаем. После того, как я один раз сделал, я понял, что воду тяжело удержать. И, в принципе, делал я в своей комнате, то есть лежа на диване, и думал, вдруг что случится, на диван вся эта грязная вода выльется, и потом все, считай, диван уже не отстираешь, выкидывать только. Посмотрел в интернете, как можно решить эту проблему. В общем, там, значит, рекомендовали вот такой вот купить подгузник для взрослых, он называется. Купил я этот подгузник. Пользоваться им неудобно, он большой, быстро пачкается, буквально 2-3 раза, и все, он несколько капель попадает, и, в принципе, им уже пользоваться некомфортно. В общем, стал изучать эту тему, думал, как все это придумать, и придумал такой способ. Берутся вот такие трусы обычные, плавки, вот они здесь уже есть. Берется пакет обычный, вот такой вот, такого плана. У этого пакета аккуратно разрезается одна боковая сторона и дно. Получается у нас вот такая площадь. Эту площадь мы складываем пополам и засовываем в эти плавки. Получается у нас здесь вот ноги выходят, а здесь у нас тело, резинки прижимают пакет здесь по поясу, и здесь резинки прижимают к ногам, и получается такой своеобразный подгузник. Очень большой объем воды, конечно, он не выдержит, но такие какие-то умеренные, чуть-чуть капель какие-то, чтобы не пачкать сами плавки, чтобы что-то окружающее не пачкать. Все это, в принципе, подходит, использовать можно. Трусы подходят только такие. Есть еще вот такие обтягивающие, в принципе, тоже их можно использовать, но они уже хуже. У них резинка здесь слабее удерживает этот пакет, и они будут хуже.
Они меньшее количество воды смогут удержать. Здесь максимальное количество сможет удержать. А обычно такие семейные, они вообще не подходят. Они только вверху, где резинка на поясе, могут этот пакет удерживать, а снизу они вообще почти практически не держат. То есть лучше вот в таких делать, а в других только в крайнем случае. Так, в общем, далее, значит, еще я использовал, на диван клал вот такой пакет, где-то квадратный метр по площади, чтобы в случае чего, опять же, вода не впиталась в диван. И на этот пакет еще здесь вот кусок тряпки такой, чтобы просто он тоже, опять же, в себя воду впитал, она не растеклась. В случае чего. И еще на всякий пожарный ставил, это когда в самом начале я пробовал это все делать, таз рядом с подставкой. Но, в принципе, вот сколько я делал, у меня ни разу не было никаких таких серьезных каких-то эксцессов. То есть, в принципе, таз можно не ставить. И даже вот, ну, в принципе, пленку стелить можно на диван, но можно даже и без этого. Вот способом, который будет ближе к концу ролика, можно обходиться без пленок. Достаточно вот обычно вот этого самодельного такого подгузника. Так, клизма у меня была не такая, была другого вида. И там, в принципе, неудобно было. У меня шланг был непрозрачный, сплошной резиновый. Не видно было вообще, сколько там вообще воды остается заливаться, как вообще вода идет или нет, то есть непонятно было. Я решил, в общем, сделать вот такую призму самодельную из пластиковой бутылки. То есть у нее просто в ней вырезал дырку, отверстие. Здесь веревку просунул, чтобы за нее вешать. Сделал вот такой самодельный этот шланг от душевой лейки. Это обычный китайский стандартный. Здесь обычная пробка для бутылки, в ней отверстие. И здесь вот эти два зажима пластиковых, это как раз стандартные идут от этого шланга в лейке. Они там также все это удерживают. То есть ими просто зажать можно. Ну, наконец, одеваем этот наконечник. И зажимается он вот таким самодельным замком. Вот и такой сделал из стальной проволоки. Вот так он зажимается, чтобы раньше времени вода не вытекала. Уже стало удобнее, потому что наглядно видно, как вода затекает, сколько там ее остается. Так, что еще? Далее еще пробовал вот такой вариант, спринцовка. Но это вообще был очень неудобный вариант. Во-первых, объем у ней недостаточно, и вода в холостую расходуется. У нее, вот, допустим, объем где-то 500-600 миллилитров. Реально из нее можно выдавить, не знаю, 300, максимум 400. Остальная вода останется, ее никак оттуда нельзя уже будет достать. Плюс надо усилие большое прилагать, чтобы это выдавилось. Ну, в общем, вообще неудобно. Вставлять неудобно. Вода обратно затекает, чуть-чуть грязная. То есть, короче, вот эта вещь вообще для этих целей никак не подходит. Потом появились, ну или может быть мне попались, сразу не попадались вот такие вот, называется клизма, совмещенная с грелкой. То есть здесь у нее обычная грелка, но если выкрутить крышку, и можно вкрутить вот этот вот шланг, и получится клизма. То есть у нее на конце тоже вставляется наконечник. Чем удобен этот вариант, что его не нужно вешать. То есть его можно вот так просто положить, он герметичный, под углом, и вода будет стекать. Нужно, чтобы поместить просто ее выше уровня тела. То есть можно, например, на диван лечь, а на спинку дивана положить эту грелку клизму, и будет работать. Можно просто рядом стул поставить, на него какую-нибудь коробку или там, какое-то возвышение просто положить, и она уже будет срабатывать. То есть это удобнее, чем обычная клизма, потому что не нужна вот эта подставка. Ну, а в остальном, в принципе, все то же самое. То есть пробовал заливать я эти объемы, которые там в интернете рекомендуют. Там всякие эти эвкалипты и соды и так далее. Ну, в общем, эффекта особого я не увидел. Никаких там паразитов не выходили. Про паразитов в моей группе есть
сообщения. В принципе, кто интересуется, там все есть. Можете сейчас уже прочитать. А отдельное видео по паразитам похолодания будет позже, пока еще не готово это все. В общем, кратко, если что, это обозначить, что делать это неудобно. Если, например, нужно будет 2-3 раза в день это все делать, очень неудобно, по времени очень затратно. Нужно иметь свою комнату, куда никто не зайдет. Все это, опять же, маслом каждый раз намазывать, вставлять. Очень такой вариант неудобный. В общем, 2014 год я экспериментировал с этими клизмами, делал разными растворами, эвкалипты, там, сода, пижма, полынь, чеснок, лимон, там еще что советуют, много чего перепробовал. В общем, результат был отрицательный, никаких положительных эффектов я не заметил. Наоборот, только были срывы и ухудшение самочувствия. Никаких паразитов не выходило. В общем, далее попалось мне видео Константина Гражданкина «Содовая чистка от паразитов». Шлангопопинг, так называемый. В этом видео она говорила, что можно просто открутить душевую лейку и шлангу подставлять к заднему проходу за место клизмы, что это гораздо удобнее, не нужно мучиться с этими маслом, и вода под напором заливается, и так нужно делать несколько раз. Также одновременно в это время уже общался с человеком, который был... Это вообще методика Диминга, вот его книга. То есть Константин Гражданкин, он тоже в его группе состоит. И я общался еще с одним человеком, который состоит в его группе. Он также рекомендовал эту методику. Я задавал вопросы, некоторые он там пересылал некоторые сообщения, иногда подсказки какие-то давал. В общем, решил я попробовать эту методику, но так делать не стал, как советуют Константин Гражданкин и Диминг, потому что у меня вода течет из крана довольно-таки посредственная. Хотя я знаю, что у многих еще хуже течет, но у меня, во-первых, хлорки очень много, прям белая течет, а во-вторых, минерализация 150-200, и она такая, неприятная на вкус, ее пить из крана нельзя. Даже после фильтра она неприятная на вкус остается. То есть, не знаю, таким делать напрямую в себя вливать. В общем, я рисковать не стал. Взял такой вот фильтр Aquaphor B300, он уже мелькал в предыдущих моих роликах. Некоторых насадка есть на кран, разные версии, накручивают сами. Также вот шланг такой купил, внешний 6, диаметр 6 мм, внутренний 4. Сюда он так одевается у нас стандартно. А с другую конец вот так вот затачиваем слегка ножом, чтобы он поострее был. И все, открываем теплую воду, она заливается. Подставляем этот шланг, то есть по аналогии с этим шлангопопингом, ничего маслом не мажем, никуда не вставим, просто подставляем, и под давлением воды она туда затекает. Фильтр этот фильтрует хлор, хорошо фильтрует, то есть если без фильтра вода течет прям белая, видно, когда наливаешь в стакан, смотришь, она выходит этот хлор, и даже так, когда течет белая. После фильтра она прозрачный, хлор не выходит. Также снижает минерализацию, то есть до фильтра, допустим, 150, после фильтра 60. Ресурс у фильтра где-то заявлен 300, но в реальности, скорее всего, зависит от воды, опять же, где-то 150-100 литров. То есть где-то на 100 шлангопопингов должно хватить одного такого картриджа. В общем, экспериментировал с этим шлангопопингом в 2015 году. Результаты такие были средние, но вроде как что-то вроде срабатывает, но как-то непонятно. Далее, значит, купил я книгу этого Диминга. Рекомендую тоже ее приобрести. Полезная информация. Часть в этой книге, часть в его закрытых группах. Информации, которой в интернете нет. То есть реально полезная информация. Но единственное, не рекомендую прям дословно всему верить. То есть бывает у него момент, когда он срывается на еду и пишет неточные вещи. Может вводить в заблуждение, но местами очень точно пишет. То есть все равно информация такая стоящая, она тем более на русском языке, то есть без переводов каких-то кривых, потому что обычно, если брать каких-то зарубежных этих праноедов, то там всегда какие-то огрехи этих переводов, слова, смысл теряется. Вот я просто смотрел некоторые лекции с переводами, вообще видно, что перевод
теряет, ну, не знаю, 70-80% только доносит суть. То есть все равно какие-то моменты теряются. Здесь все как бы точно идет. Книжка уже все равно немножко устаревшая, она 2012-2013 года выпуска, то есть за это время все равно уже там некоторые вещи как бы уточнились, новые появились, но даже для тех годов это вообще была супер книга. Ну и сегодня это стоящая книжка, в общем, рекомендую ее приобрести, деньги не будут потрачены впустую. Так, в общем, получил книгу, получил доступ в группу Диминга, начал изучать, но там опять же так, кто-то практикует, у кого-то чуть-чуть получается, у большинства, в принципе, не особо получается, там у кого-то времени нет, у кого-то там возможности, так вот, в общем, ну, была там полезная информация некоторая. В общем, продолжал практиковать, и у меня стали воду отключать. То есть я вот планирую, допустим, день этот голодания на шлангопопинге, а у меня бац, в этот день воду отключать. Что делать? В общем, стал думать, как его пробовать заменять. И, в принципе, еще часто бывает, ванна нужна или еще что-то, чтобы не занимать. В общем, думал, как можно заменить этот шлангопопинг. Пробовал вот такой вот пакет из-под молока. Также пробовал еще из-под кетчупа. Там есть, можно и джем иногда в них продают. Сделал вот такую вот насадку, тоже под этот шланг. Пробовал, заливал воду. Сначала делал на шею вот такую веревку. Пробовал давить рукой, не получалось заливать. Потом пробовал на пол класть и нажимать ногой. У меня стало получаться заливать. То есть ногой нажимаешь, вода под давлением заливается, но где-то на второй-третий раз пакет разрывается. То есть там давление не выдерживает такого. В общем, стал дальше пробовать. С течением времени пришел к тому, что можно обычные бутылки пластиковые использовать. То есть взять. Так, сейчас. В общем, в аптеке нужно будет вам купить систему для капельницы. У нее есть такой вот одна деталька такая. Вот выглядит она вот так вот. Такой коннектор белый. Здесь мы берем крышку от бутылки, делаем отверстие. Я делал паяльник, можно гвоздь раскаленный. Можно просто аккуратненько ножом вырезать. Вставляем вот эту вот белую деталь двухстороннюю и замазываем термоклеем. То есть палочка термоклея, зажигалка плавить, и вот так аккуратно все это герметично заклеиваем. Вот. И все. И можно теперь уже стало делать каким образом. То же самое. Наливаем эту воду сюда в бутылку. Кладем на пол бутылку. Нажимаем на нее ногой, шланг подставляем, и точно так же все заливается. Но нам не нужно масло, не нужно ничего вставлять, не нужно готовить, можно делать прямо в туалете. То есть не нужно нам в комнату свою идти там или еще куда-то. Так, какие здесь сразу нюансы будут по этим шлангам? В общем, первый нюанс. Шланг, они бывают разные, но я уже говорил в одном из предыдущих видео. Вообще он идет внешний диаметр 6 мм, внутренний 4, но бывает внешний 6,5, внутренний 4,5. Вот лучше возьмите потоньше, который 6 или 4, или даже 5,9, а внутренний там 3,9. Он будет лучше держаться на вот этой штуке. Также нельзя оставлять на долгое время надетым его, иначе он растянется и будет слетать. То есть надо обязательно каждый раз снимать, одевать. Либо вот такой вариант, сразу его одеть и заплавить термоклеем полностью, чтобы он не слетал. И тогда его снять уже будет нельзя. Еще есть вот такие сейчас шланги пошли. То есть это я давно покупал. Это нормальный шланг, он такой жесткий, упругий. А сейчас вот пошли такие новые шланги, тоже китайские. Они типа под силиконовый закос. Хотя это не является силиконовым, а обычная резина. Он от большой температуры воняет и будет дымить черным дымом. Он мягкий, прям вот очень мягкий, им будет делать неудобно. То есть нужно будет какую-то насадку, то есть прикладывать будет неудобно. То есть здесь он держит форму. Вот так можно взять, он хорошо подставляется и как бы держит. Упругий. Здесь он нифига не держит. Вот так вот будет складываться, то есть сложнее вам будет его прижимать. То есть такой старайтесь брать в последнюю очередь. Если попадется, берите вот такой вот шланг.
Да, еще вот бывает вода, у нее в крышке есть такое отверстие уже готовое. То есть можно купить такую крышку и подобрать шланг какой-то, просто вставить. Можно даже использовать в крайнем случае вот эту шланг от капельницы. Но он потоньше, конечно. Он где-то здесь 3 миллиметра. Вроде как. Ну, тоже, в принципе, можно его использовать в крайнем случае. Придумать какую-то насадку только на него. Или использовать вот эту, сюда его вставлять. Так, вот этой такой вот клизмой, грелкой, вот такой ножной шлангопопинг портативный делать не получится, потому что это слишком мягкая. Она будет тоже у вас, скорее всего, разорвется, как этот пакет, на какой-нибудь второй, третий раз. И она не очень герметична, вот здесь будет вытекать вода, если будете сильно ногой нажимать. То есть высокое давление она выдержать не может, в отличие от пластиковых бутылок. В общем, экспериментировал я вот с этими шлангопопингами. Диминг в своей книге говорил, что, в принципе, воду можно заливать водопроводную, что, в принципе, нормально тело выдерживает. Самое главное, пить больше дистиллированной. Я сначала в это поверил, но потом путем экспериментов понял, что это не так. Нужно заливать максимально чистую воду. То есть, если заливать грязную воду, даже после фильтра она остается грязной, то есть минерализация, она усиливает аппетит, провоцирует аппетит, и не получится у вас нормально тело прочистить. Тут еще такой нюанс, вода у всех разная бывает. Возможно, у Диминга нормальная вода текла, когда он писал эту книгу, или где-то там он жил. То есть у всех вода разная. У кого-то может быть чуть ли не питьевая течь из крана, у кого-то чуть ли может быть не дистиллированная, а у кого-то вообще будет очень грязная. Поэтому так вот слепо верить, что у кого-то нормально течет, у кого-то нет, нельзя. Нужно обязательно ТДС-метр, проверять им воду и вообще ориентироваться просто, если она на вкус нормальная, значит можно делать. Если нет, все, значит ей тоже шлангопопинг делать ей уже нельзя. Также я проверял этот способ уже вот совсем недавно. В общем, пробовал, экспериментировал, заливал обычную воду из крана, но без хлора, то есть отстойную. Смотрел, как будет тело реагировать. Тело реагировало плохо, то есть где-то через 4-5 часов почки начинали болеть. И общее такое самочувствие было, ну, чувствуется, что в теле что-то там покалывает, здесь что-то болит. Потом пробовал чистую воду, дистиллированную, но с содой. То же самый эффект был. Он был чуть лучше, но все равно плохой. То есть кожа чесалась, как будто соль из него выходила. Такие неприятные эффекты были. То есть тело четко говорит, что ему нужно максимально чистую воду. А в интернете тоже искал эту информацию, сколько вообще воды впитывается в клизме, через клизму в толстый кишечник. Разные пишут, но, как я понял, где-то 10-15% воды впитается точно. И она еще не вся выходит. То есть вы зальете, допустим, там 200 мл, из них выйдет не 200 мл, там может быть 150, 170 выйдет этой воды, а остальное останется, оно впитается. Не сразу, может быть, там в течение часа, может быть, в течение получаса. Плюс пока вы воду держите, часть ее тоже впитывается. И все это впитывается сразу в кровь и, естественно, гадит тело. То есть нагрузка на почки, аппетит усиливается. То есть, короче, не подходит такой вариант. Водопроводную воду использовать нельзя. И, кстати, возможно, те, кто голодает по 40 дней, они дальше, у них все равно аппетит не отключается. Именно, скорее всего, из-за того, что они как раз и делают это чистки какой-то водой обычной. Родниковой, там, столовой, а не дистиллированной. А нужно делать клизму дистиллированной и пить только дистиллированной. Тогда аппетит будет отключаться. Так, какие упражнения делать? Упражнения надо всегда делать, потому что они позволяют в воде глубже в кишечник проникнуть, как бы больше масс захватить. Какие можно делать? Идеальный вариант – это в туалете, допустим, или в ванной залить вот этот вот через ножной этот портативный шлангопопинг воду, пойти лечь, одев этот самодельный подгузник предварительно, пойти лечь, он, в принципе, под одежду прячется, даже непонятно, что у вас там пакет находится внутри. Лечь на диван там или на кровать, поднять таз, слегка помассировать живот, можно с одной стороны, с одного бока на другой поворачиваться,
слегка массировать живот и постараться просто, чтобы вода чуть-чуть глубже как бы проникла. Слишком агрессивно делать не нужно, но желательно так сделать. Если нет возможности лечь, то можно делать прямо в туалете. То есть сделать несколько приседаний, потом наклониться и сделать поворот. Тело одновременно как бы массирует кишечник, тоже, чтобы вода там как бы максимально глубоко залилась. Так где-то минуты 3 поделать. В принципе, тоже этого должно хватить. Так, какой вообще водой делать? Если вы находитесь на мясоедении или на вегетарианстве, вы можете делать питьевой водой, то есть обычной родниковой или фильтрованной, которая нормальна на вкус, которую вы можете пить. Этой водой можете делать. Если вы находитесь на сыроедении или вы пытаетесь голодать, вам нужно только дистиллированную воду делать. Теперь сколько воды вливать? В общем, когда вы находитесь на мясоедении или вегетарианстве, достаточно вливать 150 мл воды. По крайней мере, мне хватает. Это где-то на вес 70 кг, 65-70 кг. Если ваш вес значительно больше, там примерно 100 кг, тогда, наверное, нужно будет 200 мл, может быть, даже чуть больше. Если вес меньше, то есть, допустим, 45-50 кг, то, возможно, даже 100 мл хватит. Делать нужно 3 раза в день, минимум 2 раза, желательно 3, то есть утром, потом через 6-7 часов и опять через 6-7 часов, это будет перед сном. То есть в туалет вы идете, там по-быстренькому 150 мл в себя вливаете, быстренько упражнение, все, идет сброс. Чтобы пытаться еще, я думал, как упростить этот вариант. В общем, попробовать решил вот такой вот купить шприц 150 миллиметровый. На него также переходник вот этот от капельницы запчасти, здесь термоклеем замазал, но можно, в принципе, было не замазывать. А здесь уже одевается вот эта насадка от обычной клизмы. Набираете воду 150 мл, чтобы лишнего не расходовать. И вот так одним пальцем, она длинная слишком получается, чтобы дотянуться, вот сюда петлю я сделал. Вот так одним пальцем захват, и вот так вот можно в себя вдавливать. Плюс этой штуки в том, что вода обратно не заходит, внутри всегда чисто. Можно открыть, помыть ее. Видно контроль воды, как она заливается, не заливается. Про эти насадки я уже говорил, что лучше использовать резину, она помягче. А вот эти пластиковые, лучше их не использовать. Ими больше будет дискомфорт, а то там некоторые делают, у них там геморрой вылазит. В общем, опасно. Лучше резиновый. Все резиновое, оно мягенькое, не царапает кожу, чтобы никаких заусенцев не было. И слишком агрессивно там ничего не делать, так стараться все более-менее мягко, гладко делать. Так, вот. И еще такой вот вариант есть. Если ваш вес 45-50 кг, вот такой 100-миллилитровый шприц то же самое, но у него он меньше, его будет вам удобнее делать, пальцев размаха хватит. То же самое одевается, это насадка сюда. Это в качестве вообще замены вот этой спринцовки. То есть вообще можно уже давно продавать в аптеках вот такую взять штуку, взять ее в 2 раза толще сделать, вот такой, и в 2 раза короче. И объем, конечно, желательно побольше сделать, там может быть 200-300. Она прозрачная, видно, что внутри сколько воды, сколько идет, она не идет. Обратно вода не попадает. То есть, это более удобный вариант, чем вот этот уже устаревший 19 век. Вот это вот уже все-таки 21. Стараться больше на такие вещи переходить. Зато у нас в аптеках до сих пор вот такой продается, которым пользоваться вообще невозможно. Так, теперь сколько еще воды заливать конкретно? Вот когда на мясоедении, на вегетарианстве я говорил, что по 150 мл 3 раза в день. Когда вы, если будете уже переходить в режим голодания, нужно будет заливать уже воды больше. Даже на сыроедении, возможно, 150 мл, это будет уже мало. То есть у вас будет уходить одна вода, не будут массы выходить. Нужно будет плавно увеличивать количество воды. Там, в принципе, увеличить можно вплоть до литра. Ну, не литр, там может быть 800 мл, 900. Это если кишечник уже полностью пустой, то есть свободно столько такой объем можно в себя залить. Нужно научиться как бы чувствовать кишечник, вот сколько вы заливаете воду, уже чувствуете, что позывы начинаются для сброса.
И не переливать в себя слишком много воды, чтобы сложно было удержать. Нужно вот налить именно столько, чтобы как бы массы захватились, чтобы там все это размылось, но чтобы не было очень тяжело удерживать, вот, чтобы можно было спокойно выполнить упражнение, спокойно выдержать эти там 3-5, может даже 10 минут, спокойно обратно дойти до туалета. То есть если слишком мало воды вливать, она не захватит массы, и будет без толку все это проделано. Если слишком много, тяжело будет удерживать, вы даже можете не успеть упражнение сделать, вас сразу потянет быстрее все это выливать. Ну вот опытным путем, как бы говорю, что где-то на мясоедении в вегетарианстве 150 мл хватает, а дальше уже по чуть-чуть надо будет прибавлять. Ближе к сыроедению, может быть, чуть-чуть по 50, может быть, миллилитров прибавлять, там 200, потом уже даже 250 или 300 миллилитров сделать. Если вы, допустим, утром сходили сами в туалет, то утром уже делать этот шлангопопинг не нужно. То есть его нужно делать только если вы не ходили в туалет последние там 4-5 часов. Так, что еще хотел сказать? Так, когда делаете бутылкой этот портативный шлангопопинг, вы делаете так. Ну, допустим, залили определенное количество воды, и потом убираете шланг, нажимаете еще, продолжаете нажимать, чтобы из него вода вылилась, чтобы грязь внутрь не попала. В принципе, если так делать, то можно делать свободно даже месяц. Грязная вода не становится, то есть обратно она туда не опускается, грязная. Вода остается более-менее такой нормальной. По объему. Значит, вот литровая бутылка, из нее можно ногой выдавить где-то 500 мл максимум у меня получалось. Можно и больше, но это она уже сильно сомнется, бутылка, ее обратно будет выправить тяжело. Чтобы залить больше объем, уже бутылка нужна больше, где-то 1,5 литра. Из 1,5-литровой где-то можно, 900, наверное, можно будет залить. Еще влияет вот эти вот рифления. Нужно бутылки брать, которые имеют более такие округлые формы, без вот всяких вот этих насечек, рифлений. Они легче сминаются, легче восстанавливают форму. А вот такие, которые с рифлением, их тяжелее нажимать, они как-то неправильной формы, тяжелее будет нажимать, и они хуже восстанавливают форму обратно. Если вам 1,5-литровой не хватает, то нужно, опять же, будет еще больше бутылок 2-литровой, из нее уже можно больше литра в себя влить. Как точно замерять, сколько выливать, пока я способ не нашел, можно, конечно, взвешивать на безмене. Можно сюда вот такую петельку сделать из веревки. Взвешивать бутылку до процедуры, после, и где-то приблизительно так ориентироваться. Можно подобрать бутылки там литровые, литр 25, там, чтобы до определенного уровня нажимая, определенный объем заливался. Так, а ведь что вообще это дает? Эта процедура, она снижает аппетит. Если вы будете делать на мясоедении вегетарианстве, у вас будет быстрее аппетит уходить и легче будет переходить на более легкую еду, на сыроедную. Также, может быть, болячки некоторые будут быстрее заживаться. На сыроедении эту процедуру лучше не делать, иначе у вас активируется режим голодания. То есть будет слабость, тяга на более вредную еду может даже появиться, если после долгой слабости. На сыроедении можно сделать 150 мл. Если у вас после сыроедения тянет на более вредную еду, вдруг появилась тяга, то можно попробовать 150 мл. Тяга должна будет уйти. Это если вы долго в туалет на сыроедении не ходили, там уже больше дня, может быть 1,5-2 дня, то этот способ должен помочь. Также нужно на голодании делать. То есть на голодании обязательно нужно эту чистку делать. Так, какие негативные последствия, с которыми вы можете столкнуться? В общем, какие мне попадались? Пару раз, видимо, как-то зажимался волос, когда я делал. Видимо, получалось как-то шланг, он слишком глубоко, что ли, входил. То есть я не подставлял, а даже получалось его, как-то он сам вставлялся, даже без масла. И, возможно, зажимался волос. Один волос, и потом 6 часов где-то было очень больно. Даже ходишь в туалет, а все равно боль остается. Он как-то зажимался, ходить было больно, то есть очень было неприятно. Как это обойти, даже не знаю. Не знаю, как это. Выстригать неудобно. Ну, просто стараться, наверное, не очень глубоко засовывать этот шланг, просто подставлять. Не стараться его прям
со всей силы туда вставлять. Далее, что еще было? Ну, вообще, старайтесь не делать слишком часто эту штуку. То есть не вот прям некоторые делают там по 10 раз в день, чуть ли там не в течение месяца. Так, наверное, делать не стоит, а то может натереть этот задний проход, там может какой-то геморрой начнется или что-то такое. Ну, в общем, все-таки по уму стараться делать, только для определенных целей. Не чаще месяца подряд, только когда вам нужно, действительно это необходимо, чтобы снизить аппетит или чего-то еще. Еще что было, после голодания иногда получаются какие-то каловые камни, то есть такие куски прям твердые выходят, и с трудом они выходят, такие черные. Я даже толком пока еще не понял, что это такое, но, возможно, это из-за того, что я ел виноград с семечками и арбуз с семечками. То есть лучше перед голоданием сырую еду есть без семечек. То есть есть такой способ, я про него раньше рассказывал, что если есть с семечками арбуз, то это помогает очистке. Но по сути это то же самое срабатывает, как ускоренный слабительный. То есть семечки, они забивают кишечник, вы быстрее ходите в туалет, и у вас за счет этого быстрее аппетит снижается. Так вот, перед голоданием, короче, так лучше не делать. А то вот эти каловые камни, такая неприятная вещь. Так, что еще? Ну, то же самое, уголь вот лучше особо много не есть. Ну, там, в принципе, я уже методики новые написал, что там не нужно высоких концентраций, достаточно небольших, а просто раньше методика была там, типа, много угля нужно есть. Такое делать не нужно, иначе будет хуже. Если проблемы с кишечником, не пытайтесь много заливать воды, не пытайтесь прямо агрессивно все это разминать. То есть все плавно старайтесь делать по уму, более так аккуратно. Наконечник резиновый, чтобы раздражения не было. И ни в коем случае не использовать всякие эвкалипты, какую-то другую чепуху, якобы там они это все чистят, кофейный клизм, все это фигня. Наоборот, только засорить свое тело. Вот говорю, максимально чистая вода, питьевая, которую вы пьете в текущем режиме своей еды. То есть на мясоедении, на вегетарианстве, возможно, родниковое, на сыроедении, голодании только дистиллированное. Иначе будет хуже телу. Вода будет шлаковать тело. Ну, так вроде все. Если что-то еще будет ветка чисто по этой теме, ссылка будет под роликом. Там в текстовом виде все эти нюансы будут. Если что-то я там сейчас забыл сказать, туда постараюсь все это дописать. Ну, так вроде бы все сказал, что пробовал. Но эту вещь обязательно каждый должен себе сделать. В аптеке это не продается, а вещь работает лучше, чем аптечные эти все клизмы, всякие эти спринцовки. То есть обязательно себе сделайте несколько таких крышек, купите эти шланги, и обязательно запас воды нужно иметь под эту портативный шлангопопинг. Запас минимум 10 литров, если есть возможность, лучше больше, там 20-30. Дистиллированная вода хранится долго, можно год ее спокойно, она стоит, ей ничего не бывает. Ну, дистиллированная, осмотическая то же самое. Если у вас обычная вода, можно прокипятить. Значит, перед тем, как в пластиковую бутылку заливать, пластиковая бутылка должна быть новой, чистой. Можно прикипятить воду, где-то минуты 3-5 покипятить. Затем остывает и заливать. Такая должна простоять 3-6 месяцев точно, может быть даже больше, там, в зависимости от качества этой воды.